Всем привет! Это второе видео код-ревью Лиры, второе, но не последнее. Видео в целом можно смотреть независимо от первой части. Даже части каждого видео можно смотреть независимо друг от друга, под видео тайм-коды и полезные ссылки на статьи и документацию. В данном ролике продолжаем смотреть код, находить недочеты, производить рефакторинги и в целом улучшать проект. Некоторые из предложенных вещей это вкусовщина, поэтому что из них использовать на своих проектах, смотрите сами. Но в целом все же это глобальные недочеты. В данном видео поговорим о разнице использования постфиксной и префиксной формы оператора инкремента, об ивентах в Unreal, а точнее об их отсутствии, немного о макросе текст и кодировках, о магических числах, поговорим в целом об использовании функциональности Unreal как фреймворка, вычистим много дубляжа из кода. Don't repeat yourself — это глобально один из основных принципов программирования. Поговорим о рефакторинге под названием встраивание переменной. И также будет много небольших улучшений на разные темы. В ходе ревью я пользуюсь подсказками со второго монитора, поэтому буду вставлять из буфера куски кода, чтобы быстро попасть в нужное место проекта. Ну что ж, погнали. Итак, мы продолжаем смотреть код. Давайте введем в поиске и++. Нажимаем Enter. Видим, что в поиске достаточно кода, где используется и++. В основном это, естественно, в циклах. В данных конкретных случаях, естественно, проблем никаких нет. Все корректно. Но более опытные программисты практически всегда напишут вам ++и. Потому что глобально разница, естественно, есть. И бывают случаи, когда она даже критична. И такого рода вопрос, чем отличается ++и от и++, идеальный вопрос для собеседования на джуниор-позицию. Если выполнить поиск по проекту с ++и, то увидим, что мест, где они используют ++и, на самом деле больше. Скорее всего, это два разных разработчика, поскольку если один программист знает про ++и, то он будет придерживаться этого стиля. На самом деле даже можно написать и равняется и+1, то есть с точки зрения чисел разницы абсолютно никакой. Но может быть неприятный сюрприз, если у нас имеется объект с перегруженным оператором инкремента. Я написал простенький пример для онлайн-компилятора C++. Ссылка на него будет под видео. Итак, у нас имеется простейший класс А. У него имеется дефолтный конструктор и также конструктор копирования, в котором просто печатаются 10 чисел. Но в общем случае можно представлять, что здесь происходит какая-то сложная операция. Также имеется член класса integer и два перегруженных оператора инкремента. Один — это префиксный, в котором увеличивается число на единицу и просто возвращается видоизмененный объект. А постфиксный оператор инкремента выполняет все то же самое, но с одним нюансом. То есть данный оператор должен сначала вернуть текущее состояние объекта и лишь потом увеличить данные на единицу. Поэтому вначале нам необходимо сохранить текущее состояние объекта, потом мы выполняем инкремент и возвращаем изначальную версию объекта. И несложно догадаться, что в данном случае вызовется конструктор копирования. И в функции main у нас клиентский код для класса А, то есть создаем его объект. Член класса public чисто для удобства, печатаем значение. После этого вызываем префиксный оператор инкремента, также печатаем значение. И далее постфиксный оператор инкремента и печатаем значение члена класса. Вверху имеется кнопка Run, которая компилирует и запускает программу. Смотрим в output. У нас напечатался 0, все логично. По умолчанию именно такое значение. Дальше произошел инкремент префиксный. Напечаталась единица. А при выполнении постфиксного инкремента у нас вызвался конструктор копирования. Мы это с вами можем видеть в output. И понятно, что в общем случае это может быть какой-нибудь глубокий конструктор копирования, который вызовет копирование других объектов и так далее. И после этого напечаталась двойка. Поэтому разницу в использовании нужно уметь объяснять. И если по логике программы без разницы, какую версию используют, то всегда лучше отдавать предпочтение префиксному оператору. В циклах, конечно, без разницы, какую версию используют, но лучше писать ++и. Плюс для проверяющего, если вы какое-то тестовое задание делаете, это такой маркер, что вы знаете разницу. Идем дальше. Ивенты. По проекту их не так много, но в целом они используются. И тут я вынужден разочаровать разработчиков Лиры. Ивентов в Unreal Engine не существует.
Доказывается это элементарно. Мы можем нажать F12 на любом макросе, который декларирует ивент. Этот макрос представляет собой define другого макроса. Проваливаемся еще ниже. Макрос декларирует новый класс, который публично наследуется от класса multicast delegate. И также к нему добавляется дружественный класс типа, который мы указываем при декларации. И это все. То есть, по сути, это класс-обертка над классом делегатов. То есть ивенты ничем не отличаются в Unreal от делегатов. А согласно документации, которую мы сейчас откроем, они отличаться должны. Концепция ивентов более защищенная. Предполагается, что, например, функция broadcast вызывается только внутри класса определенного типа. Как раз здесь добавляется friend class owning type, но это никак не используется. То есть класс ивентов попросту не доделан. Для понимания концепта на самом деле достаточно прочитать самый первый абзац. На курсе Udemy в вопросах и ответах мы обсуждали данную тему. Я приводил пример, как сделать так, чтобы данный концепт работал. Ссылку на данное обсуждение я оставлю под видео. У кого есть доступ, посмотрите. Но на самом деле я могу записать отдельное видео, где покажу, как сделать нормальный ивент. А документацию Unreal я бы рекомендовал обновить. Хотя бы поставить на странице warning, что данный концепт не доделан. А то разработчики Лиры добавили в учебный проект код, который для ученика не имеет никакого смысла вообще. Более того, он может посеять ложные ожидания человеку, который не умеет работать еще с кодом движка. Следующий момент. Использование макроса текст. Не обязательно его использовать в каждом месте, где вам необходим строковый тип данных. Самый простой пример – это имя компонента при его создании. Макрос текст на самом деле элементарный, он в сухом остатке просто конкатенирует вашу строку с префиксом L. При процессоре две решетки обозначают конкатенацию двух токенов, и в итоге мы получим с вами строку и перед ней букву L. То есть мы получим white string, а так как в имени используются только ASCII символы, то особого смысла в этом нет. Если вам нужны Unicode символы, символы из кириллицы, китайские иероглифы, то да, нужно использовать макрос текст. Рекомендую, кстати, проверить кириллицу с макросом текст и без макроса текст и посмотреть, как имя компонента будет отображаться в блюпринте. Под видео, кстати, оставлю полезную статью от основателя сайта Stack Overflow. Абсолютный минимум, что должен знать каждый программист о кодировках. Без макроса текст код опять же просто выглядит чище. Следующая тема – Magic Numbers, магические числа. Их не так много по коду, но тем не менее они есть. Например, в компоненте QuickBar Component мы видим, что имеется проверка количества слотов на 2. Почему слотов не может быть больше 2, я, например, без понятия. То есть либо здесь необходимо оставить какой-нибудь комментарий, либо можно сделать прямо сверху какую-нибудь константу, которая хоть как-то будет описывать данное число. И чуть ниже можем видеть, опять у нас имеется 2, то есть константу можно сделать как членом класса, либо в отдельном namespace просто сверху C++ файла. Поскольку очевидно, что семантически это одно и то же число. То же самое в файле Lyra Settings Local. Имеется ограничение сверху на scale. Функция clamp не позволяет числу выйти за границы отрезка от 0 до 3. Почему 3, опять же, не ясно. И на самом деле, возможно, именованная константа не особо спасет, то есть лучше все-таки оставить какой-нибудь комментарий для лучшего понимания при чтении кода. Следующая тема касается знания типа движка. Например, в одном месте они используют единичный вектор и инициализируют поля f-вектор, x, y, z единицами. В таких моментах как раз с точки зрения учебного проекта необходимо демонстрировать возможности движка. То есть у типа f-вектор имеется статическая константа, которая называется onVector, у которой как раз каждый компонент проинициализирован единицей. Например, когда мы создаем переменную определенного цвета, не произвольного, а какого-нибудь стандартного, например, красного, мы же не инициализируем типа fColor как 255.00. Ну, то есть это тоже не ошибка, но логичнее использовать определенную константу, которая имеется в типе red. Код от этого в читабельности только выигрывает, плюс показывает, что вы ориентируетесь в типах движка. Еще одно похожее место. Тоже вектор, только двухкомпонентный.
Если мы инициализируем вектор одним и тем же числом, то можно использовать конструктор с одним параметром, который под капотом делает всю работу за нас. Похожий момент с типом fRotator. Инициализируется все нулями, хотя имеется статическая константа, которая называется zeroRotator. Продолжаем тему знания типов движка. Некий класс языковых настроек. И, как мы видим, локаль сравнивается с пустой строкой. Если она пустая, то заходим под if. Зачем такое городить, непонятно, если у типа fString имеется функция, которая называется isEmpty. Данная функция возвращает true, когда строка пустая. Далее перемещаемся в класс LyraWeapon-Spawner, например, на endPlay. LyraWeapon-Spawner — это актор, и мы видим получение таймер-менеджера через мир. Это можно записать более компактно, поскольку у акторов данная конструкция уже обернута в специальную функцию, которая называется getWorldTimerManager. И если на ней нажать F12, то мы увидим, что так оно и есть. Понятно, что это не страшно, конечно, просто мини-улучшение. Едем дальше. Давайте посмотрим еще на один кусок кода. Функция ComputeHitRange в классе оружия. Опять видим эти странные комментарии, которые символизируют, что данные параметры возвращаются по ссылке. Ну, то есть, если даже на GitHub я буду читать этот код, то очевидно, что данные параметры возвращаются по ссылке, потому что они потом используются. И вот опять же, мне непонятно, почему бы здесь не продемонстрировать шаблонный тип tInterval, который, по сути, инкапсулирует в себе минимум и максимум. То есть, если нажать F12, то мы видим, что это шаблонный тип с двумя элементами min и max, тип которых определяется параметром шаблона. И, соответственно, функцию передаем поля данного интервала минимум и максимум. И как минимум код сокращается на одну строчку. Плюс мы демонстрируем, что в движке имеется t-интервал. То есть для человека, который изучает Unreal, данные знания будут полезны. Два других набора параметров я сейчас переписывать не буду. Думаю, всем понятно, что с ними делать. Следующий тип рефакторинга — это удаление ненужных констант. Сразу подстановка всех значений в необходимые места. В данном блоке кода имеется две константы вверху, которые используются всего один раз. Поэтому их можно не создавать, а напрямую подставить в необходимые места. Здесь на самом деле тонкий момент. Я подумал о нем уже после записи, что в целом конкретно в данном случае они, может быть, и уместны, поскольку улучшают читаемость кода за счет конкретных имен констант. То есть имя константы лучше раскрывает семантику значения. Поэтому конкретно в данном примере просто рассмотрим данный прием как рефакторинг. А вот в следующем куске кода данный рефакторинг более уместен. Так, мы находимся в классе ability какого-то оружия. По названию функции понятно, что здесь вычисляется вектор в конусе для стрельбы. Сначала всем переменным, отвечающим за вращение, необходимо добавить модификатор const. На данном проекте с const они в целом научились работать. Даже вон наверху блок кода с float везде const. Здесь, видимо, поленились. Первую константу можно убрать, она используется всего лишь один раз. Сразу подставляем в конструктор кватерниона. 1.0 почему-то они передают как double. Необходимо поставить f. Про это я говорил в предыдущей лекции. И от константы dirQuad также можно избавиться. Можно просто создать объект типа fQuad inPlace. И передаем в конструктор dirRotation. Ну, то есть конкретно в данном месте плодить дополнительные константы смысла особо не имеет. В следующем куске кода ничего особо нового, но мы здесь применим уже имеющиеся знания. Класс Lyra Hero Component. Избыточный комментарий из разряда, что если указатель нулевой, то мы возвращаем false. Скобки с одним return я не ставлю. С пауном то же самое. Если паун нулевой, то мы выходим из функции. Лучше бы написали подробный комментарий, что за магическое число 3 в сеттингах, чем писать такие комментарии. Далее классика, бессмысленное использование null-поинтера и скобочек. Все это можно вычистить.
При желании с помощью однострочного комментария принудительно перенести все строчки. Далее один return, скобки убираю. Далее создание констант с такими же именами, как у функций. Это однозначно стоит инлайнить. Далее опять избыточный комментарий, его можно удалить. Одиночный return, удаляю скобки. Дополнительно, кстати, при желании проверку input компонента можно также занести под верхний if. Открываем SmartGit и смотрим, насколько улучшился код в данном классе. То есть, очевидно, количество кода сократилось, и даже можно сделать проверку по общему количеству строк. То есть было 501 строка, стало 484. Профит. Двигаемся дальше. Следующая тема, новичковая. В принципе, с этого можно было и начинать весь разбор. Тема называется Don't Repeat Yourself. Один из основных столпов, в принципе, в программировании. Идентичных блоков кода стоит избегать. Мы находимся в классе Lyra Gameplay Ability. И перед нами два блока кода, которые идентичны по функциональности. Они оперируют разными переменными, и здесь напрашивается выделение метода. Причем метод мы можем выделить здесь как лямбда-функцию. Смысл от этого особо не поменяется. Давайте этим и займемся. Создаем лямбду. Назовем ее, например, TagsCheck. По семантике, возможно, стоит придумать более конкретное имя, но сейчас суть не в этом. Итак, вначале у нас идет проверка sourceTags на null. Смотрим, какой тип имеет sourceTags. Это указатель на gameplay_tag_container. Давайте данный тип скопируем, и он будет у нашей лямбды в качестве параметра. Изменим имя параметра на просто tags. Итак, вначале нам необходимо проверить параметр tags на null. И причем мы можем сделать ранний выход. То есть, если tags нулевой, то выходим из функции. Это абсолютно идентично коду, который находится ниже. Далее имеются некие коллекции source block tags и source require tags. А в блоке кода ниже target block tags и target require tags. То есть, опять же, данные коллекции тегов мы можем сделать как параметры у нашей лямбды. Давайте посмотрим, какой тип имеют данные коллекции. Нажимаем F12. Все данные коллекции имеют тип fGameplay_tag_container. Давайте скопируем данный тип. И добавим два дополнительных параметра нашей лямбде. Передавать будем по константной ссылке. Обобщим имя параметра, назовем его blockTags. Добавляем второй. Его обобщенное имя будет requireTags. Можно добавить однострочные комментарии. И пишем абсолютно такой же код, который находится ниже. То есть проверяем, что существуют блок-теги или существуют require-теги. На самом деле, давайте оставшийся код просто скопируем. Вставляем. Заменяем source tags просто на tags. Source block tags на block tags. Еще в одном месте source tags на tags. И source require tags на require tags. И осталось разобраться с двумя булевыми переменными. Они локальные у функции. Мы их просто добавляем по ссылке в capture list лямбда функции. Про лямбда функции рекомендую почитать тем, кто не знает, что это. Но на самом деле данную функцию TagsCheck вы можете сделать просто как функцию класса и передать данные параметры по ссылке. Все, лямбда функция готова. Теперь мы ее готовы вызвать и передать все необходимые параметры. То есть нам необходимо передать source tags, source block tags и source require tags. И весь блок кода можно удалить. И второй вызов. Теперь мы передаем target tags.
target block tags и target require tags. И блок кода также удаляем. Функциональность в таких повторяющихся блоках обычно меняется симметрично, поэтому если она у вас инкапсулирована в функцию, то при изменении функциональности вам придется изменить ее всего лишь в одном месте, а не в двух, как здесь. И давайте посмотрим еще одно место с похожей проблемой. Класс Lyra Audio Mix Effect Subsystem. Здесь все в разы хуже, чем в предыдущем примере. Функция называется PostInitialize. И здесь у них, конечно, произошел полнейший крах. Дубляж на дубляже. И на самом деле я даже не знаю, как такой кусок кода просто прошел код-ревью. То есть, очевидно, его здесь не было. То есть здесь загружаются однообразно различные саунд-сеттинги. И если поскроллить код, то этого одинакового кода где-то на 100 строчек. Ну, то есть это вообще не дело. Еще одна проблема при дублировании кода, что дублирование происходит по нажатию клавиш Ctrl-C, Ctrl-V, а далее происходит замена переменных в этих одинаковых кусках кода. И при таком подходе очевидно, что очень легко ошибиться. Просто забыть в каком-то месте поменять переменную. Имеется даже правило у хардкор-программистов, что никогда не используйте Ctrl-C, Ctrl-V. Понятное дело, что это крайность, но откуда она пошла, тоже ясно. Итак, я подготовил пустую лямбда-функцию, которую назвал load soundbus, и копируем в нее первый блок кода. Давайте посмотрим, какой тип имеет property default control bus mix. Тип property soft object pass, то есть это не жесткая ссылка. Объект необходимо предварительно загрузить, что, собственно, они и делают с помощью метода tryload. И, соответственно, данный объект нам необходимо передать в лямбду как параметр. Передаем по константной ссылке, назовем параметр просто mix, и default control bus mix заменяем просто на mix. То есть будем загружать тот ассет, который нам передадут в качестве параметра в нашу лямбда-функцию. Во втором if тип можно заменить на auto. Как я говорил в предыдущей лекции, здесь все очевидно. Теперь давайте посмотрим, какой тип имеет default base mix. Это указатель на sound control bus mix. То есть это уже указатель на конкретно загруженный микс. Данный указатель будем возвращать через параметр лямбды. Как я раньше уже говорил, опять же, при проведении таких рефакторингов не обязательно знать детали реализации. То есть здесь все достаточно очевидно. Назовем параметр control bus mix и заменяем в лямбде default base mix на control bus mix. И последняя вещь, которая отличается во всех данных блоках кода, это текстовое сообщение в assertion. Причем только самая первая часть сообщения, которая служит индикатором имени того sound control bus mix, загрузка которого провалилась. Поэтому данную часть строки мы можем параметризировать. Параметр будет типа fstring, назовем его info и добавим его в качестве параметра в нашу лямбда-функцию. И по сути это все. Мы создали лямбду, выделили функцию, и давайте теперь ее применять и удалять все ненужные блоки кода. Вызываем load soundbus, передаем туда default control bus mix. Далее указатель на default base mix. И третьим параметром первую часть текстового сообщения default control bus mix. И первый блок кода можно удалить. Далее дублируем строчку. Если что, я, кстати, нажал не Ctrl-C, Ctrl-V, а Ctrl-D. И заменяем все параметры в лямбда-функции на параметры из второго блока. И второй блок также удаляем. Копируем еще раз и проводим аналогичную процедуру. На самом деле можно сделать еще круче. Создать структуру, полями которой будет 3 параметра данной лямбда-функции. Далее создать массив данных структур, проинициализировать массив в конструкторе класса и загрузить все просто в цикле. Итак, 3 бас-микса мы загрузили, а в блоке кода, который находится ниже, мы видим, что тип немного отличается. То есть мы загружали Sound Control Bus Mix,
а в блоке кода ниже Sound Control Bus. Поэтому мы можем пойти дальше и преобразовать лямбда-функцию в шаблонную функцию. Создадим ее сверху CPP файла, создаем анонимный namespace, добавляем ключевое слово template, далее класс либо type name, параметр шаблона t, вставляем нашу лямбда-функцию и давайте преобразуем ее в обычную функцию, в обычную шаблонную функцию. Наша функция напрямую ничего не возвращает, поэтому пишем ключевое слово void. Блоки кода у нас отличаются именно вторым параметром, поэтому заменяем его на параметр шаблона t. И вот, кстати, благодаря авто нам не пришлось заменять еще один тип на шаблонный аргумент t. И, кстати, параметр шаблона будет вычисляться автоматически, то есть нам не нужно его принудительно указывать, хотя это также не ошибка. Если хотите, можете указать его явно в треугольных скобочках. Я этого делать не буду. Давайте добавлять четвертый вызов, теперь уже шаблонной функции. Также меняем все аргументы. Шаблонный параметр вычислится компилятором автоматически, и в четвертом вызове он теперь имеет тип Sound Control Bus. Удаляем еще один блок кода, добавляем еще один вызов, еще раз меняем все параметры. Снова удаляем блок кода, снова добавляем функцию, меняем все параметры. День сурка просто. Видео немного ускорю, давайте лучше музыку послушаем. Итого мы удалили 8 одинаковых блоков, то есть здесь, конечно, у них что-то пошло не по плану. И, как я уже говорил, все это также можно объединить через массив структур и сделать загрузку в цикле. Ну и давайте посмотрим результат в гите. Я думаю, это должно выглядеть красиво. Открываем файл, добавилась наша шаблонная функция. И смотрим, сколько кода мы с вами вычистили. Ну это просто кайф. И удалили более 50 строк кода. Было 339, стало 284. Ну то есть представьте, если при изначальном коде вам бы сказали, что необходимо еще добавить одну небольшую проверку при загрузке ассетов звука. И вам необходимо было бы отредактировать 8 мест в данной функции. Приятного мало. На самом деле еще в одном классе я нашел Control Bus. Класс называется Lyra Settings Local. Видим, что здесь куча повторяющегося кода, который также можно зарефакторить через выделение метода. Но сейчас этим уже заниматься не будем. Смотрим следующий блок кода. На самом деле код, конечно, длинный. То есть то, что мы установили в предыдущей лекции Clang формат 200, это все-таки не дело, поскольку плохо читается. Видим в коде макрос весь сервер-код, который относится исключительно к сетевому коду, который для клиента не будет скомпилирован. В целом его можно, конечно, скрыть, но на восприятие данный блок сильно влияет. Плюс здесь, конечно, целая ель из этих ифов. То есть здесь бы я выделил метод, заменил все if на ранний выход из функции. И на самом деле объявление определения метода также можно было обрамить макросом весь сервер-код. Далее посмотрим различные мини-вещи. Сборная солянка. Класс PlayerState. Видим, что здесь есть оператор switch. Один кейс сквозной, то есть у него нет оператора break. Я думаю, это так и задумано, хотя может закрасться мысль, а не ошибка ли здесь, не забыли мы break. Поэтому в таких конструкциях рекомендуется писать какое-нибудь ключевое слово, которое служит в качестве индикатора того, что здесь так и задумывалось. Далее, класс GameplayAbilityDes. Функция называется StartDes, то есть очевидно, что здесь персонаж умирает. И перед тем, как вызвать функцию StartDes, объекта HealthComponent, мы зачем-то проверяем внутреннее состояние объекта HealthComponent, то есть вызываем функцию getDesState и проверяем ее на notDead. То есть первая же здесь мысль, а не стоит убрать эту проверку внутрь функции StartDes. Или что я должен помнить, что каждый раз при вызове данной функции мне необходимо делать подобного рода проверку. Похоже на нарушение инкапсуляции. Но если перейти внутрь функции StartDes, то эта проверка уже есть внутри. То есть код функции выполняется только если state равняется notDead. Поэтому внешняя проверка вовсе не нужна.
Такое могло произойти, если проверка в Health Component была добавлена позже, а здесь они просто забыли удалить. То же самое с функцией FinishDes. Внешняя проверка нам не нужна. Идем далее. Большинство функций из различных библиотек Unreal достаточно надежные, поэтому лишние внешние проверки на null также не обязательно. Почищу первый if, раз уж мы здесь. Сделаю ранний выход из функции. Плюс, кстати, следуя их же стилю, логичнее убрать присваивание указателя pickup_sound и проверку на null под один if. Это мы с вами также уже видели в многих местах. Во втором блоке кода у нас спаунится Niagara система. На null проверяется pickup эффект, который является вторым параметром функции spawnSystemAtLocation. Параметр имеет имя systemTemplate. Он передается через поле структуры с таким же именем. И далее вызывается следующая функция, непосредственно в которой происходит каст systemTemplate к Niagara системе. И если она нулевая, то ничего не происходит. А каст nullPointer также даст nullPointer. Поэтому проверять не обязательно. И на самом деле у функции GameplayStatics playSoundAtLocation такая же история. То есть указатель на SoundBase, на nullPointer проверяется уже внутри. Поэтому в целом ни одна из проверок не нужна. Далее. Нужный нам блок кода находится в Hero Component. Здесь следующий момент. Локальные переменные, константы лучше объявлять как можно ближе к месту их первого использования. Здесь мы видим некий массив bind handles, который объявлен в самом начале функции, но используется он по сути в самом конце. Смысл в том, что пока мы дойдем к месту, где первый раз используется данный массив, мы уже забудем, что это такое. То есть его можно добавить прямо под if. И на самом деле похожая история с логированием под else. Это, кстати, еще один аргумент в пользу раннего выхода из функции. То есть если у нас имеется елочная конструкция, куча вложенных ифов, то при чтении логов, которые находятся в else, нам все равно придется взглядом возвращаться наверх. Тем более, если вся конструкция не помещается на экране. Поэтому ранний выход из функции здесь будет более наглядным. То есть, если указатель на pound-класс нулевой, то мы просто логируем сообщение об ошибке и сразу же выходим из функции, возвращаем nullPointer. Читать такой код намного удобнее, нам не нужно серфить вверх-вниз. Далее, по коду имеются места, где возможно деление на 0. Например, если мы зайдем в Weapon Spawner, то увидим, что здесь имеется property cooldown_time, на которой происходит деление функции tick. И по коду непонятно, может данная property равняться нулю или нет. Возможно, spawn cooldown seconds как-то проверяется внутри класса weapon definition, но мы об этом не знаем. Поэтому для надежности можно поставить хотя бы статический assertion. Воспользуемся макросом checkF, который позволяет вывести дополнительно текстовое сообщение, если он зафейлится. И напишем какой-нибудь текст, что cooldown time не может равняться нулю. Следующий блок кода, который мы рассмотрим, находится в плагине. Я говорил, что мы не будем плагины рассматривать, но я попал туда случайно, и он мне не очень понравился. Поэтому давайте его почистим. Перед нами функциональная библиотека для блюпринтов, в которой находится одна функция, которая меняет материалы у мешей. Первый момент. Если вам не нужна переменная цикла в теле, то стоит рассмотреть использование range версий цикла for. Такие циклы выглядят компактнее и чище. И здесь можно переписать аж два цикла. Параметр функции почему-то называется mesh, хотя это массив. Давайте переименуем в meshes. Заменим везде mesh на meshes. И давайте заменим цикл for на range версию. Переменная цикла — это указатель на static mesh. Заменяем везде mesh с индексом на просто mesh. И то же самое делаем для внутреннего цикла по материалам.
Следующий момент. Непонятно, почему они передают массив не по константной ссылке. Давайте это исправим. Также имя аргумента можно поменять в заголовочном файле. Данная функция открытая, она доступна для вызова из любого места программы, поэтому никаких гарантий, что в данную функцию никто не передаст массив, например, null поинтеров. Поэтому проверку элемента массива на null необходимо здесь добавить. Иначе здесь возможно undefined behavior, то есть неопределенное поведение. Проверка это лайтовая, то есть мы просто продолжаем итерировать по циклу, если один из static mesh оказался нулевым. Хотя в целом можно поставить и какой-нибудь static assertion. Итак, видео подходит к концу. Давайте скомпилируем проект, откроем его в эдиторе. Проверим, что мы ничего не сломали нашими рефакторингами. Все отлично, эдитор открылся. Следующая часть у нас кайфовая. Мы с вами, по сути, будем отдыхать. Воспользуемся различными статическими анализаторами. Посмотрим, какие косяки, баги они найдут в проекте. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.